Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Денис Неведомский, адвокат и политик, на связи прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Саша. Добрый день, друзья. Очень насыщенное начало года и очень такие резкие заявления, да и события. Да, вот как с Мадуро началось 3 числа, так вот все по кочкам и несется. Трамп за танкерами охотится, угрожает, ну как угрожает, претензии предъявляет Гренландии, да, и там другим территориям, в Иране начинает, так сказать, качать, и вроде как удается качать, хотя... Тут тоже очень нужно проверять информацию. В общем, началась такая очень серьезная гонка за вот это вот полупацанское, полубандитское доминирование в мире. И США говорит, что вот мы здесь короли. Причем Европу так отметает, говорит, вы там давайте, я сам европеец, да, но вы как-то вообще потерялись. Значит, занимайтесь Украиной. Так Европа и начинает заниматься Украиной. Вот прошел Париж. Тут сегодня Ле Монт пишет о том, что француз Макрон собирал всех своих и говорит, 6 тысяч войск введем. Но после мира, после где-нибудь не на передовую, а там, где обучать надо, в тылы, в глубокие. Короче, Европа брошена фактически на украинский театр боевых действий, и как они заканчиваться будет, ну, никто не знает. Прилетел Орешник по Западной, прилетел Орешник по Львовской области, и смотришь на информационное пространство украинское и не понимаешь, ну, так, все так кричали и ждали, там, вот, то есть это такая цель была, да, вот, вынудить Россию ударить, чтобы что, так, а какие последствия, каких последствий, вот, правда, больше, военно-политических, политических, или вообще, собственно, это такая реакция на что-то иное, то есть не на Украину, собственно. Как вы оцениваете эти события? Куда нас подводит этот сумасбродный миропорядок, который, кажется, начинает показывать зубы? Смотрите, военный цикл закончился. Цикл между Украиной и Россией. И вот этот водораздел временной, он как раз и произошел на стыке 25-го и 26-го годов. И ситуация кардинально меняется в мире. И важно в этом смысле, как говорится, идти в ногу со временем. И Россия прежде всего сейчас должна на эту ситуацию реагировать адекватно. Поскольку я, повторюсь, сторонник формирования русской метацивилизации, то для меня важно, чтобы и Украина, и Россия вышла из этой ситуации как можно скорее. России просто необходимо сейчас заканчивать эту войну, потому что, безусловно, имея план на завтра по Украине, не просто там остановились, там, как советуют друзья европейцы в кавычках, а имея план на завтра в Украине. Потому что, имея войну на протяжении, уже сейчас пойдет, вот сейчас будет 4 года. Ну, сегодня вообще уникальная дата. Сегодня сравнялась война России и Украины с Великой Отечественной войной по количеству дней. Да. И пускай Россия сумела диверсифицировать свою экономику, пускай они, скажем так, улучшили кадровый потенциал генералитета, то есть они смогли наладить жизнь страны во время войны, максимально пытаясь дистанцировать общество от этой войны, чтобы оно не чувствовало этих тягот. Но при этом накапливается усталость, как ржавчина, которая разъедает и общество, и государство. То есть Первая мировая война точно так же. 1913 год в России был рекордный ВВП. То есть росло все: промышленность, сельское хозяйство, наука развивалась, там, армия, там, то есть государство было на своем пике. Но 4 года войны, которые привели к тому, что развалилось все. Устало общество, устал народ, устали, самое главное, устали элиты. И если сейчас продолжать
вот эту войну, э, что будет, допустим, если в 2028 году проиграет Трамп? Я скажу, что будет продолжение войны. То есть опять вернутся демократы, которые будут максимально в Соединенных Штатах накачивать эту ситуацию. Они будут сильно влиять на Европу, которая сейчас пытается высвободиться от глобальной монархии. Они опять наведут там резкости, опять придут те же самые Мерцы, Макроны, Стармеры и тому подобное. И мы еще будем в состоянии войны 10 лет. Никакое государство не способно воевать 10 лет даже с более слабым. Повторюсь, накапливается общая усталость, которая не даст возможность развиться, которая сделает государство слабым. В 2028 году, если победит Трамп, учитывая изменившуюся резко ситуацию, Трамп миротворец и Трамп удачливый агрессор, который он сейчас показал себя, это два больших разных Трампа. И недаром зазвучали вот эти вот речи о том, что даже там Трампу задали вопрос, там, а Путину можете такой сделать фокус, как вы сделали с Венесуэлой. Ну, он отшутился, я не думаю, что до этого дойдет, но вопросы уже такие возникают. И Россия сильная, президента, который Трамп встречает на Аляске с красной дорожкой, обнимается и демонстрирует дружелюбие, это одно. И Россия, уставшая от войны в течение там 8 лет, это совершенно другое. И если эта ситуация не изменится в ближайшее время, Россия станет слабой, и договариваться с ней Трамп уже не будет. Ну, погодите. Конечно, если брать дистанцию вот эти 8 лет там, и так далее, в принципе, можно понять вашу логику. Однако, что от Украины останется? Ведь понимаете, в чем дело? Инструмент это стачивается. И на самом деле, вот этот даже разговор у Макрона про войска, поддерживающие ВСУ, это какой-то очень интересный момент, да, то есть их же можно пропагандистски назвать заградотрядами, можно сказать, что это типа войска тыла, которые, да, угроблены, и всех условно тыловиков поднимут и будут шуровать туда на передовую. То есть, понимаете, тут глобально, возможно, вы и правы, но вот если немножко навести резкость на карту Украины и карту боевых действий, то получается абсолютно другая история. Фронт движется в одном направлении, орешник летит по Украине, понимаете? То есть тут что же очень важно понимать, да, по Львовской области кричат, вот, ЕС, это границы с ЕС, и правильно кричат. То есть демонстрация того, что ничего не собьют, ничего, собственно, не, скажем так, не мешает сейчас на этом этапе вот то, о чем вы говорите, новой, да, вот какой-то такой длинной войны, перешагнуть следующую ступень эскалации и, например, лупить неядерным орешником. Куда попало. Ну вот как кабами лупят, так орешниками лупят. Ничего не сбивается, все уничтожается, все поражается. Ну и как так? Быстро война же закончится. Вопрос не в том, кто будет участником войны. Участников войны найдут. Для этого разгоняется и кейс Молдовы с Приднестровьем. Есть, скажем так, страны Балтии. Мы уже видим, что 5-й параграф – это не совсем 5-й параграф. И чего стоит НАТО без Соединенных Штатов, которые даже Украине не собираются давать никаких гарантий. То есть объявленная Трампом доктрина Монро, которая изначально создавалась как оборонительная, то есть Монро пытался разграничить сферы влияния. Он говорит европейцам: не лезьте в западное полушарие. Здесь мы разбираемся, а вы у себя там в восточном занимаетесь. То есть теперь доктрина Монро имени Трампа звучит по-другому. То есть западное полушарие исключительная зона наших интересов, а восточная, если вы как бы там будете заниматься, то с учетом наших интересов. А то мы и свои вопросы тоже там будем решать. Поэтому война выгодна на сегодняшний момент с Россией как глобалистам, так и новому Трампу. Мы назовем его новым Трампом после Венесуэлы. То есть человек, который почувствовал всесильность.
То есть ситуация с Венесуэлой, которая разрешилась там, ну, можно сказать, по щелчку пальцев. Да, понятное дело, что там была проведена действительно мощная спецоперация. Но Трамп максимально сумел эту ситуацию купировать. Он выдернул лидера, который был препятствием к договоренностям с американцами, который был завязан на контакты с Китаем, с Индией. Он сделал это максимально, скажем, хирургически, не вступая в кровавую войну с Венесуэлой. И что, посмотрите, да, Венесуэла, там, боливаризм, мы поддерживаем своего лидера Мадуро и все остальное. Посмотрите, что сейчас происходит. Изъяли проблему одного человека. И ситуация повернулась на 180 градусов. Точно так же, я уверен, в ближайшее время будет вопрос решен в Гренландии. То есть Трамп показал, что, ну скажем так, сбросил маски. Запад всегда, прикрываясь международным правом, пользовался правом силы. Международное право существовало только для того, чтобы слабому дать его в зубы, учим отчасти, вот так вот тут надо поступать. Но только это правило не для нас, не для сильных. Вот он показал, что сейчас реально право сильное. И если Россия не будет точно такой же сильной, которая сможет доминировать в восточном полушарии, там, скажем так, в европейской его части, там, то Трамп не будет договариваться. Вот эта ситуация показательная с танкерами. Он показал, кто здесь главный. Как минимум в западном полушарии. Для того, чтобы оставаться сильной, Россия на сегодняшний момент очень сильной, нужно менять смыслы. Беда в том, что... Не-не, подождите, давайте сейчас разберем этот момент. Потому что, мне кажется, это ключевой момент вообще разговора, чтобы всем было все понятно. Окей. Тут же, понимаете, все это, конечно, классно, да, да забыли про овраги, да. Ну вот, на самом деле, ситуация с Мадуро еще не бог весь чем повернется. Да, по поводу того, какой там это был лидер и, ну, вообще, да, вот с точки зрения Мадуро, да, как вот это, и вообще непонятно, что будет дальше. Потому что, ну, он там, конечно, прикалывается, с Новым годом всех поздравляет. По поводу того, ценности самого Мадуро тоже ведь большой вопрос. Да? Все говорят, ну, какой-то он, ну, водитель автобуса, что с него взять, да, то есть он так себя и вел, по большому счету. И как вообще с ним можно было вести дела, да, раз он так себя ведет вот сейчас? Опять-таки, ну это как, я понимаю, что это оправдание звучит со стороны, допустим, российской блогосферы, российских аналитиков, там, Китай вообще молчит, а у него же у первого танкер сперли. Ну, то есть, получается, тут два варианта. Или кто-то берет реальность и подставляет ее под себя, мы в Украине знаем, что это такое, то есть берут реальность и подсовывают, ну, как бы, факты. Или, наоборот, говорят, что вы просто ничего не знаете, это такой большой глобальный договорняк, понимаете? Но вот как бы говорить о гениальности танкерной охоты, ну, простите, пожалуйста, ну, то есть это вот просто приведет, это два пути будет, да, путь первый, ничего там ходить не будет, да, и Америка останется одна со своим этим полушарием, и я не скажу, что там это для нее будет очень хорошо, не просто так, собственно, Америка лезет в Иран, плюс... Дальше. Вот эти все танкерные операции, ну извините, ну, просто в каждый танкер посадят по там, 10-15 человек ртов, какое-то оружие, не бог весь какое дадут, и никто ничего не будет штурмовать, потому что пойдут потери. Красиво же скрыли потери американской армии при операции в Венесуэле. Ни один человек не пострадал. А потом там, ой, там тяжело ранен один, да и один из вертолетов обстреляли, так еле дотянул, чтобы вернуться и выйти из воздушного пространства Венесуэлы. Хотя, да, действительно, было глобальное предательство, и сейчас там судят генерала. То есть не все так, не то, что не все так однозначно, не все, скажем так, гладко проходит. И Трамп может столкнуться, вы правильно назвали его удачливым агрессором, а он может он споткнуться может. И очень серьезно больно упасть, удариться. И вот тут возникает момент. Россия должна быть сильной, да, то есть получается, что Россия должна соответствовать Америке вот сейчас. А что это означает? Поехать выкрасть Зеленского, да, как там вчера сын Кадырова говорит, я поеду, привезу его,
дайте только приказ. Ну, в общем, хорохорятся по поводу этих словесных перепалок. То есть тут главный же момент, да, это как вот в обществе. Уподобляться или не уподобляться? Вы, получается, говорите, что надо заканчивать войну, но в то же время уподобляться. А как это как бы для России сочетается в одной стратегии? Значит, абсолютно не призываю, скажем, к повторениям, к обезьянничанию. Я говорю о том, что Трамп, новый Трамп, показал, как будет теперь работать геополитика. Геополитика будет работать следующим образом. Есть сфера влияния, которую ты можешь объявить, являясь, если ты претендуешь на, скажем так, гегемонию или хотя бы лидерство, ты обязан этому соответствовать. У тебя должны быть мобилизованы для этого ресурсы, у тебя должны быть иметь возможности, должна быть перспектива, и должен работать миф о непогрешимости, то, что стали терять при демократах американцы, за счет чего существует, скажем, американский пузырь. На двух вещах мы это с вами уже обсуждали. Это доллар, который поддерживается мифом о непогрешимости американской армии. Когда этот миф стал разрушаться, стали возникать альтернативные движения во всем мире. То есть стал формироваться блок глобального юга с большими армиями, на серьезных бюджетах. И начались разговоры об альтернативной валюте, об уходе от доллара как резервной валюты. Сейчас Трамп делает то, что он и говорил. То есть те, кто хотел его слушать, не смеялся, там, не придумывал там, нашего слона из разных, скажем так, лагерей политических, а реально его слушал, он понимал, что он будет заниматься именно этим. И именно этим он занимается. И захват танкеров – это демонстрация. Это демонстрация по уровню того, что произошло в Венесуэле. И я говорю не о том, что там какая там ценность была этого Мадуро. Как обычно у стран с авторитарным управлением там рейтинг лидеров там 90 плюс процентов. То есть до того, как они остаются лидерами, у них сверхрейтинг. А потом ситуация может резко поменяться. Я говорю об усталости элит. Его-то сдал не простой народ венесуэльский Мадуро. Его сдали высшее командование, политики. Это элита венесуэльской власти. То есть там не было войны, но там были санкции, там, скажем так, было неэффективное управление, которое привело к тому, что страна, обладающая самыми большими ископаемыми нефти и газа, оказалась банкротом. И это тоже привело к усталости. И да, американцы использовали предательство и плюс, скажем, удачная операция прошла, они ее реализовали. Но если бы Венесуэла была сильной, если бы не было усталости от лидера у самих элит, ничего бы не получилось. То есть была бы кровавая бойня, завязалась бы, и, скажем так, Трамп бы увяз. Это было бы поражением Трампа. Будучи уверенный на 110% успешности операции, что отключат ПВО, что вертолеты не позбивают, что фактически надо будет только преодолеть сопротивление личной охраны. Если бы этой уверенности не было, никакой бы операции не было. Поэтому я и говорю, что продолжение войны России с Украиной, понятное дело, что пока толстый похудеет, худой умрет. Мы сейчас говорим не совсем об Украине, потому что у Украины дела плачевные. И чем дольше продолжается война, тем, скажем так, власти эта ситуация будет интересна. По Украине там, может, дальше поговорим отдельно, там тоже свои есть нюансы. С кадровыми перестановками, к чему они, зачем они. И на сегодняшний момент они направлены тоже на продолжение войны. Да, Самое, что по России, Денис? Ну вот самое, как? самая главная проблема в украинско-российской войне — это то, что Россия до сих пор не смогла сформировать внятной стратегии по Украине. С одной стороны выходит Владимир Владимирович и говорит: мы один народ. И то, что происходит сейчас, это свидетельствует о том, что руки делают то, что не знает голова. Голова говорит одно, думает одно, а руки делают другое.
То есть фактически вот эта стратегия принуждения к миру в зиму, но она никак не соответствует пониманию одного народа. Ну, никак не соответствует пониманию одного народа. Понятное дело, что на Банковой, как бы это наоборот даже хорошо, и в европейских столицах посмотреть на замерзшие старики, там зимой, когда ударили морозы, удар по энергетике, это нельзя назвать стратегией. Это тактика, это набор тактик, которые не формируют общую стратегию. Почему братский народ, в принципе, сейчас бьется с другим братским народом за каждый куст, за каждый овраг, за каждый дом, причем с таким остервенением, что даже войны между соседними цивилизациями не носят такой ожесточенности. Проблема отсутствия смысла. Если Европа, Америка путем вложения, путем засылки своих агентов, воспитания их тут в соросских инкубаторах, они сумели создать картинку для украинца простого, что вот Европа это там красивый мир с кисельными берегами, с молочными реками. Россия эту картинку не смогла составить. И дело не в деньгах, которые Россия сюда вкачивала. Я повторюсь, дело в смыслах. Смыслы стоят гораздо больше, и они более эффективны, чем простое вкачивание денег через доверенных лиц, которые в итоге потом превращаются в дворцы, вагоны мишленовские, или как они там называются, и счета в швейцарских банках. Дело в смыслах. И у России теперь не очень много времени. У нее фактически остался этот 26-й год для того, чтобы сформировать понятную политику по внутренней Украине, что будет здесь, каким образом, скажем, мотивировать украинский народ объединиться в цивилизационном пространстве с Россией. И, безусловно, заканчивать эту войну. Потому что темпы продвижения, тенденция понятна, это все есть. Но это нескончаемый процесс. Начнут передавливать Украину, подключат Молдову. Потом будут инциденты, может опять загореться Кавказ. То есть пока смыслы не поменяются, пока не возникнет объединительная идея, пока люди не захотят жить в России, с Россией в мире, война будет продолжаться. И эта война в первую очередь будет губительна уже для самой России. Украина, да, находится в состоянии полуколлапса. Но мы сейчас говорим о стратегическом противостоянии. И очень быстро Трамп, почувствовав слабину, а когда он еще переизберется, когда у него получится кейс Гренландии, когда у него, возможно, получится кейс Канады, то он почувствует себя всесильным. Так а что предлагает Америка? Америка ничего не предлагает. Америка Так а говорит, почему Россия должна что-то предлагать? Смотрите, Россия ничего тоже не должна предлагать Америке. Россия что может противопоставить Америке? Это тоже это силу, это смыслы, это цивилизацию, которая объединена, потому что в Россию ядерную, Россию, скажем, устойчивую, Россию не уставшую от бесконечной войны, операцию типа Мадуро провести будет невозможно. Потому что ты противостоишь не одному человеку, а ты противостоишь цивилизации, с ее устоявшимися институтами. Война, которая будет продолжаться, если мы говорим далее, и вплоть до 28 года, до переизбрания Трампа, думаю, до 28 года Трамп не будет радикальные такие действия проводить. Но если у него получится то, что он сейчас задумал, его рейтинг только растет после Венесуэлы. Вы видели соцопрос. В 28 году он окажется реально всесильным человеком. Если Россия к этому времени будет так же сильна, это будет паритет. У России должна появиться своя доктрина Монро по восточному полушарию. Если же Россия будет продолжать воевать, усталость народа, усталость элит приведут к тому, что лидеры России точно так же будет это дворцовый переворот там, без американского спецназа или там отравление или что угодно, то есть любой другой способ. Если лидер не способен выиграть войну, если он не способен ее закончить, его поменяют, кем бы он ни был. Хорошая формула, но
если ее соотнести на Украину. Ведь, понимаете, тут такой какой-то очень интересный момент. Америка миру ничего не предлагает, кроме своего величия. Вот даже гренландцам что они предложили? Деньги. Понимаете? Деньги. Сколько вас там, горстка ваших там, сколько? 3 тысячи Вот человек что, там, 30 что тысяч. индейцам обычно предлагают? Зеркальца, эти самые там бусы. Вот Америка в своем репертуаре. Что надо отдать должному Трампу, он перестал, в принципе, демократы это делали всегда то же самое, только они это делали, скажем, гибридными способами. Через USAID, через своих агентов влияния. Трамп просто отбросил эти маски и сказал, у меня нет времени этим заниматься, у меня нет желания этим заниматься. Я считаю, что будет так, и для этого есть вся мощь Соединенных Штатов. А кто не согласен, ну давайте потолкаем. И ситуация в Гренландии раскачивается сейчас не меньше, чем в Иране. То есть Фридриксон уже прибежала каяться перед гренландскими женщинами. То есть, ну, это говорит о том, что уже призвали войска там разместить, британские и французские. То есть, ну, это уже к мертвому припарке. То есть она уже понимает, что Гренландия уходит, и она уйдет. Америка предлагает раздел сфер влияния. Пока что. На Так и сегодняшний Россия, момент подождите, вот я просто, я хочу просто закончить с вот этой, с уровнем Россия-Украина и Россия-Америка, и спуститься на нашу украинскую грешную землю. Смотрите, Россия же тоже предлагала раздел сфер влияния, которая вылилась тем, что забирайте свои манатки и как бы чешите со своим НАТО. Но НАТО как бы никуда не чешет. Что мы имеем сейчас? Да, мы имеем сейчас вот эти войска, которые как бы вводят, как бы не вводят, хотят, не хотят, но Мерц говорит, но если Россия разрешит, конечно, введем, что тоже очень интересное было такое откровение. Ну, то есть, как бы вместо баз НАТО и вступления в НАТО предлагают базы стран НАТО без вступления в НАТО. Ну, в общем, шулерство чистой воды. Это вот это коммюнике, декларация о намерениях между Украиной, Францией, Британией, ну, Германией тоже. Понимаете? То есть получается, что тут тоже какая-то интересная история. Америка предлагает, да, вот Россия тоже предлагает. Только Россия пошла на крайнюю меру, то есть показала, что она готова платить цену войны, цену длинную, цену болезненную, и платит ее сейчас, да, воюя. Уже даже не... Мы не говорим, что... Понятно, что с украинскими людьми, но не с украинцами, не с украинской системой. Там посчитал этот Кильский университет о том, что это прям рекорд мировой, сколько получила Украина, ну, совокупно, денег, сколько выделили, давайте так, не получила, а выделили на Украину денег. Там миллиарды такие, что в пересчете, например, ленд-лиз СССР отдыхает. Ну, так вот, даже такие сравнения берут, да. И вот понимаете, в чем дело? И получается, что Россия же тоже просила зоны влияния, да, и ей в этом отказано. Получается, что у Трампа полушарие, у России вот эта вот зона влияния. Ни тот, ни другой игрок не предлагают смыслов, но выполняют свои, ну, скажем так, операции. Ну, какие-то, да, по вот этому, скажем так, обеспечению этой зоны влияния. Ну так чем они друг от друга отличаются? деньги выделялись не Украине, а деньги выделялись против России. То есть деньги Да. выделялись на войну. Это же деньги не на восстановление Украины, не для обеспечения какого-то ее процветания, там, не вложения в ее экономику. То есть эти деньги вкладывались исключительно в войну против России. Это были адресные целевые деньги. Когда Россия заговорила о разделе сфер влияния, это было при другой администрации. Это было при Байдене. Не зря при каждом удобном случае Трамп говорит, это была война Байдена. Она мне не интересна. И на сегодняшний момент это так. Но задача не меняется, в принципе, у американцев. То есть их задача это захват ресурсов, каким бы странам они не принадлежали. Если Европа на самом деле Трампу и американцам не интересно, там нет ресурсов, там на сегодняшний момент стагнация экономики, там нет союзников, то есть они к ней относятся как к ненужному элементу геополитики.
то совсем другая история России. И если Россия находится в состоянии обороноспособном, если Россия имеет влияние на своих рубежах, по своему периметру, если власть, элита, народ находится в одном направлении мысли, это одно. Но ситуация, когда Путин предлагал в 2021 году раздел сфер влияния, и ситуация на сейчас, в 2026 году, кардинально меняются. Если США при Трампе резко начали расти, причем расти начали именно в плане амбиций, в плане, скажем, темпов покорения мира, то Россия находится в состоянии войны с Украиной 4-й год, почти 4 года уже. И конца края этому не видно. Поэтому говорить нужно о том, что насколько релевантны твои притязания. Если ты в течение 4 лет не можешь справиться с Украиной, если ты не способен был за 4 года смотивировать население к прекращению войны и задаванию вопроса украинской власти, а зачем мы воюем? Общество, это так, разрозненные голоса из кухонь, из форточек. Но не сформирован общественный запрос массовый, не сформирован протест, который может организоваться и изменить ситуацию. То это говорит о том, что ты не способен решить глобальные задачи. И если ты претендуешь на лидерство в геополитике, то ты не можешь таким образом решать свои задачи даже у себя под боком. Америка показала, как решаются эти вопросы. Россия пока этого показать не может. И вот эти вот удары по инфраструктуре, которая влияет и на больницы, и на детские дома, и на просто людей, которые живут и не могут пользоваться теплом. Это же не от, скажем, большого набора тактик. Это не от выбор лучший. Это по большому счету показывает, что другой альтернативы нет. То отсутствуют смыслы, которыми можно закончить эту войну на выгодных России условиях. Ну так, Нет, смотрите, нет уже того времени, которое было, для того, чтобы эту ситуацию повернуть полностью в свою сторону. ну так надо поблагодарить, скажем так, действующее руководство, которое продолжило и усовершенствовало позицию предыдущего руководства, что любое здравое – это агент Кремля и рука Кремля. Ну, то есть, получается, что эта стратегия добилась своего успеха. Стратегия эта добилась своего успеха только по одной причине, потому что Россия не смогла сформировать свою стратегию в отношении Украины, которая была бы понятна, которая была бы эффективной и которая в конце концов привела бы к смене элит или смене власти в Украине. Потому что поле боя – это поле боя, но если вы претендуете на лидерство хотя бы в русской цивилизации, вы должны своими смыслами людей объединять. А то, что происходит сейчас, люди, и понимая, что нас уже ввергли в войну внутри своей цивилизации, понимая, что мы являемся орудием разрушения русской цивилизации, чего не должно быть априори, все равно то, что происходит в войне и удары по инфраструктуре, скажем, в Морозов, оно никак не укладывается в единую логику, в единую стратегию. А американцы, чтобы вы понимали, неважно, демократы или республиканцы, чувствуя такой вкусный пирог, как Россия на 100 триллионов, им нет никаких особых симпатий или антипатий. Вот они видят цель, и они как волки, почувствовав слабого зверя, они обязательно на него бросят. И нельзя тут только разделять на там, трамписты, глобалисты. Борис Джонсон, на минуточку, это правый политик, консерватор британский. Это человек, который вывел фактически Великобританию из Европейского Союза. То есть он вернул ее в лоно англосаксонской цивилизации.
И при этом этот человек приехал в 22 году и запретил мирные переговоры. Именно поэтому России необходимо заканчивать войну и становиться сильнее. Потому что та усталость, которая порождена четырехлетней войной, она еще терпима. Но если война будет продолжаться, если она продлится еще 4 года, когда Трамп переизберется, и когда позиции США станут непререкаемыми в мире, а Россия ослабнет, вот тогда эта усталость скажется. Так, логика понятна. Хорошо, ну а как, просто это же очень интересно, как России заканчивать войну? Вот мы же видим сейчас вот эти все пункты, 20 пунктов, 28 пунктов. Зеленский говорит, что Россия крутит носом, но есть партнеры, которые могут открутить этот нос. Значит, то есть мы сейчас на каком этапе переговоров находимся? На каком этапе вот этого завершения войны? И самый главный вопрос. Как должна закончить Россию войну? Как-нибудь получается? Ни в коем случае. Ни в коем случае, потому что это будет сродни поражению. Украину продолжит та же Европа, которая на сегодняшний момент не способна воевать, но она способна накачать Украину оружием, пропагандой и подготовить ее к новой войне. Отсутствие внешних смыслов со стороны Сирии, об этом и говорю, здесь дело не в деньгах. Здесь дело в создании картинки, об объединении людей, создании мифа, нормального национального цивилизационного мифа о единстве народов русской цивилизации. Обоснование должно быть и духовным, и гуманитарным, и социальным, и экономическим. И в этом понимании нельзя возвращаться к старым моделям, которые себя отжили, которые уже не работают. Это уже не получится Советский Союз, потому что мир сильно изменился. Не получится воссоздать хорошую Украину, поставив там условного какого-то представителя ОПЗЖ у власти. Нужны новые формы. Без этих новых форм невозможно прекращение войны на тех условиях, которые сделают Россию сильнее. Ну, нет, давайте все-таки ближе к процессу, этапу, в котором мы находимся. Ну вот, прошел Париж. Сейчас пишут пресса, что вот Украина и США теперь как бы вместе. Сейчас кричат о том, что санкции. Медведев выходит, говорит, что нас принуждают подписать невыгодный мир. То есть Россия теперь говорит, нас принуждают. То как бы принуждали Зеленского, сейчас принуждают Россию, призывают не принуждаться. То есть вот с точки зрения сегодняшнего положения вещей, да, на фронте успехи есть у российской армии. Да, там не крупные, кто-то скажет, вообще это надо с лупой ходить по карте смотреть, кто-то скажет, подождите, война на истощение сейчас ускорит фронт, и вот то, что вы и справедливо, кстати, справедливо оцениваете и осуждаете, и нормальный человек любой будет осуждать в морозы отключения электроэнергии и в морозы вот эти все ужасы, которые сейчас переживают люди, народ. Действительно, тут как бы ее очень тяжело засунуть в любую стратегию там русского мира и всего остального, понимаете. Но с другой стороны, с военной точки зрения, с точки зрения вот этого истощения, это тоже ведь такая тактика, которая обрушит фронт и заставит принимать, ну, опять развернуть ситуацию, перевернуть доску. То есть важный момент, на каком этапе мы сейчас находимся и какой выбор, да, какой набор карт. Вы говорите, нельзя заканчивать поражением. Так и Зеленский выходит и говорит, нельзя заканчивать поражением. Вот никто и не заканчивает. Именно поэтому война продолжается вопреки интересам украинского и российского народа. Потому что нет понимания, нет стратегии у более, скажем, даже у более сильного, более, как бы, скажем, взрослого, нет стратегии окончания этой войны, которая бы отвечала интересам обоих народов. В этом главная проблема. Потому что то руководство, которое сейчас возглавляет Украину, ему прекращение войны не нужно. По ним не летят эти ракеты. У них всегда
все хорошо с электричеством, с теплом, у них нормально с зарубежными счетами, у них всегда есть куда улететь самолету, где приземлиться. И пока они могут эту ситуацию сохранять, они будут ее сохранять. Другое дело, что и Россия в этой ситуации становится заложником, как Украина. Они также находятся теперь в состоянии объекта. Ими играют другие. И Россия не может, как лидер русской цивилизации, этого допустить. Потому что через какое-то время ее сыграют так же, как сыграли Украину. И когда там некоторые представители российского общества там тыкают в украинцев пальцев и говорят, вот вас, вы такие продажные, дурачки, вас обманули, вот вас использовали, все остальное. Ребята, вы просто больше. И вспомните, как у вас было при Ельцине. И не народ российский привел Путина к власти, а это был договорняк элит, что спасло в то время Россию. И поэтому не надо себе лишних медалей вешать. Просто удар, который пришелся по Украине, с учетом ее изначально, скажем, очень сложного геополитического положения, туда входит и исторический, и культурный фактор, раздел цивилизационный, религиозный. То есть Украину легко раскачать, Россию тяжелее. Но это не значит, что невозможно. Если война будет продолжаться и дальше, дорастет до 28 года, вы увидите такой же сценарий, который произошел в Украине. И тогда это будет уже настоящий крах всей русской цивилизации. Ну, смотрите, с точки зрения русской цивилизации понятно, но с точки зрения ситуации внутри страны, ну давайте так, а что плохо в Украине? В Украине же все хорошо. Ну, вот нам также подают вот эту всю историю. Орешников мы не боимся, всяких там, не знаю, атак тоже не боимся. То есть никто же не едет, не условно, Зеленского не пытается украсть, понимаете, это тоже нереально. Кличко он только заикнулся. Ну, здраво же, молодец Кличко, правильно, об этом говорят все. Надо уезжать подальше из больших городов в эту тяжелую зиму, самую адскую зиму за вот эти все последние годы. Но его сразу быстренько как бы обвешали, всех собак на него повесили, сказали, ты такой сякой, малодушничаешь, тут негодяй, короче, Кличко. Сразу сыграли политическую карту, Зеленский в обращении тоже его как бы шпильку ему вставил, тоже его как бы одернул в этом отношении. А здравые люди смотрят, говорят, а куда уезжать? Все в блокпостах, все в ТЦК, все в этих всех, скажем, ну, причем на выезде, на въезде, везде по всей стране. То есть система изначально не приспособлена к тому, чтобы человек выжил в этих таких ситуациях особенного там тяжелого периода. Вот потихонечку и умирает страна, но всем говорят, что все хорошо. Поэтому тут, как бы, смотрите, вы правы, там Россия больше, и этот процесс будет еще дольше. Украины-то не станет совсем. Просто есть ли смысл искать смыслы, простите за тавтологию, если там Трамп их не ищет, эти смыслы? Если как бы все идет как идет, и видите, всех все устраивают. Санкции, ну давайте еще санкции на Россию повесим. Давайте вот как с Ираном сейчас попробуем. Вот к этому же они ведут. Вот к этому же, понимаете? И тогда сразу находятся люди, которые говорят, о, какая классная Америка, как она все правильно делает. И, в принципе, Зеленский сейчас может спокойно выходить и говорить, Трамп заинтересован в том, чтобы зарплата украинца стала в 3 раза больше. А Уитков на переговорах говорит, мы тут о восстановлении Украины печемся, и, в общем, уважаемые украинцы, которые уехали, приезжайте назад, вам BlackRock обеспечит места. BlackRock, который обеспечит работающим украинцам места внутри Украины, чтобы они вернулись. Ну, то есть, понимаете, абсолютно, казалось бы, Оруэлл и, ну, такой, правда, скотный двор. Но, как бы, ничего страшного, все едет куда-то. Я просто, смотрите, не могу понять, что вы предлагаете. И зрители, наверное, напишут. Вот что можно предложить сейчас, чтобы закончить войну? Какие смыслы нужно вложить, чтобы Украина изменилась? 4 года, как в Великую Отечественную, воюем уже.
И вот что такого можно сейчас предложить, чтобы война остановилась, а Украина изменилась и стала невраждебна русской цивилизации? Конечно, все побегут за рабочими местами BlackRock и за вот этой морковкой, которую немножко по-другому, но подвесили, опять-таки, перед теми же украинцами. Ну и мстить, конечно, будут, потому что лишений, ну и тяжелое, конечно, тяжелое последствия войны. Формирование альтернативного государственного проекта, если вы хотите, скажем, конкретно. Мое видение, вы знаете, это создание государства федеративного устройства, по примеру ФРГ, Федеративной Республики. Русь не может воевать с Россией, потому что это лона цивилизации. От России необходим посыл, от России необходимо понимание и общая стратегия. Украинцы на самом деле, они уже пришли к той стадии усталости от войны, которая ждет россиян в 2028 году, если, не дай бог, война не закончится. Но у них нет смысла, они не видят будущее. То, что предлагает Россия, это условное возвращение лидеров, которые там сбежали, там, то, что называли до войны пророссийской оппозицией. Украинцы этого не хотят. А кто предлагал возвращение пророссийской оппозиции? Или там бывшего президента, или этих... Подождите, ну давайте так. Я вот, смотрите, можно с вами согласиться, что Россия не предлагает концептуального смысла для Украины, для народа. Но я не слышал, чтобы кто-то возвращал Януковича. Ну вот прям брал, и чтобы выходил, допустим, Путин или Лавров, или кто-то официально и говорит, мы, короче, не признаем никого, вот Януковича признаем. Или, например, да, у нас здесь сидит, крутит организациями, пасется, зарабатывает, распоряжается финансами, сферами влияниями. Условно, там, Медведчук, которого обменяли, тоже же было много вопросов. Что это, как его, ну, украинский гражданин, да, вот его просто взяли. И потом это стало нормой. Ну, как бы все после этого уже нормально. Украинского гражданина можно спихнуть, обменять куда-нибудь на другого украинского гражданина. Ну, такой базар. Но его же никто не предлагает руководителям Украины. Понимаете, в чем дело? Тут тоже какая-то подоплека. Ну, получается, что этого нет. И Украине никто не навязывает какого-то хорошего русского или хорошего украинца во главу этой Украины. Поэтому, ну, это так только их предположение, догадка. Возьмем бритву Акама. Все еще гораздо проще. Россия вообще не предлагает никаких других смыслов. То есть та стратегия, которую сейчас они придерживаются, она, к сожалению, еще более примитивна. То есть захват определенных территорий по метру, по километру квадратному, выжженная земля и отсутствие полностью человеческого капитала, развития какого-то на этой территории. Ну, хорошо, захватит Россия Донбасс. Ну, полностью, допустим. Выжженная земля, уничтоженная промышленность, разоренные города. То, что они успели там... У меня был я в командировке еще в прошлом году, общался там, случайно с людьми в кафе, услышал русскую речь. Сидели два мужика, переехали в Германию. Один мариуполец, другой, по-моему, или Мелитополь, или Бердянск. И мариуполец ему говорит, что вот вам повезло, потому что вас как бы зашла армия, и ничего не изменилось. Те же, по большому счету, чиновники, те же менты, только другую форму одели. Там, и все как бы работает, как и работало. Да, перешли там на другую валюту, перешли там на государственные другие программы, а так жизнь сохранилась. Человеческий капитал не поменял. А Мариуполе, говорит, у нас осталось там от того населения, которое было, там не больше 15%. Да, там еще 5% вернулось. Ну, в принципе, все остальные приезжие, там из Средней Азии, там очень много приехало, там работает. То есть у нас как бы это совсем не тот Мариуполь, который есть. Да, там отстроили часть какую-то, а часть как лежала в руинах, так и лежит. То есть и здесь, понимая, что уже не получится новых Бердянсков, Мелитополей, что уже так не зайдут они, что уже, как я повторюсь, долбятся за каждый кут, за каждый овраг. Вот что они получат в итоге.
И даже та стратегия, которую вы сказали, что там вернуть, скажем так, хорошую Украину с ее хорошими, условно, пророссийскими лидерами, это даже еще недостижимая стратегия. До этого еще даже не дошли. Хотя я повторюсь, что это не стратегия. Это возвращение того, что уже было и что в конце концов привело к Майданам и к войне. Нет, ну, смотрите, вы же сами только что приводя пример этот разговор, вы же сами сказали, что проблема в том, что, ну, скажем, боевые действия там, да, значит, задача какая? Войны на истощение, чтобы заходили дальше уже без таких боевых действий, ну, то есть заходили легче, хотите сохранить условно город, ну, тогда типа сдавайтесь, понимаете? Это же принуждение к миру, принуждение к капитуляции, то, что сейчас делает Россия, и, в принципе, задача-то какая? Сделать, выйти. Тут же, понимаете, вот вы говорите, там, сладкий приз. В понимании Кремля это тоже какой-то сладкий приз, чтобы, например, Зеленский, вот этот потужный, да, который неуступчивый, лично приехал, живой, чтоб мучеником, не дай бог, не стал, лично там, переизбраться. Мне кажется, я вот вообще вижу эту ситуацию с этими выборами. Мне кажется, что еще и Россия спокойно даст Зеленскому переизбраться. Но в итоге он должен приехать условно в Москву и подписать капитуляцию. Вот, в принципе, поэтому такая война и идет. Да? Пока украинский народ и он сам не почувствует, да, пока до такого цугундера не доведут, что Зеленскому придется это сделать. Вот и весь расчет. Вот такой может быть как бы план. Ну, а потом, понятное дело, там капитулировать перед всеми вот этими требованиями, ну, то, что там денацификация, демилитаризация, без НАТО, нейтральный статус. Ну, то есть, вот такая стратегия у россиян. Зеленский хромая утка. И не от россиян зависит, кто будет следующим президентом Украины, если не поменяется ситуация. Не они Зеленского ставили, не они его контролируют, не они его будут менять. Отсутствие релевантной контрстратегии привело к тому, что Зеленский перестал быть именем собственным. Зеленский теперь становится именем нарицателя. Обратите внимание, что сейчас происходит в Украине. Происходит смена тактик. Не меняется стратегия на продолжение войны, но меняется тактика. Потому что мозговые танки Британии, они просчитали, что украинское общество очень сильно устало от войны. Очень сильно устали элиты. И ситуация патовая для них, если бы у России была контрстратегия по Украине, которая была бы рабочая, за которой пошли бы украинцы. Ну, наш народ. В отсутствие такой контрстратегии происходит следующее. Они пытаются создать позитивный имидж военных у власти. Именно поэтому должность главы ОП, который в сегодняшней вертикальной структуре власти Украины является ключевой политической должностью, которая контролирует всю вертикаль. Буданова приносят в жертву. Он должен, находясь на этой должности, создать имидж позитивных изменений в государстве при военных у власти. Позитивных это каких? Позитивных это будет активизирована борьба с коррупцией. Уберут или, возможно, даже посадят некоторых коррупционеров. Будет какие-то послабления приняты. Более того, я знаю, что сейчас на столе находится законопроект о том, чтобы запретить ТЦК фактическое оповещение, которое они сейчас проводят, бусификацию, другими словами, и возложить эту функцию полностью на полицию. Вот вам яркий пример. Полностью убрать негатив от армии, от военных и переложить его на, так скажем так, традиционно ненавидимую украинцами структуру, полицию. Это все делается для того, чтобы улучшить имидж военных и подготовить почву к приходу генерал-посла Залужного к власти. Чтобы, когда будут, скажем, проведены выборы,
или там каким-то другим образом будет осуществлен трансферинг власти, чтобы народ воспринял военного при власти как благо. Фактически это будет трансферинг власти от одного агента британского влияния к другому агенту британского влияния. И на сегодняшний момент ни у России, ни у украинского народа нет союзников внешних. Подождите, а Если американцы на этот сценарий согласны? Американцы. я вам повторю, что ситуация сильно изменилась на рубеже 25-26 года. И, скажем, Трамп из мирного трека, формально не выходя, перестал его очень сильно курировать. Он уже давным-давно, имея такие возможности и такое влияние у него, мог эту войну прекратить. Но он этого не делает. Он отстранился и дал позаниматься Европе. Это приведет к ослаблению дальнейшему Европы. Это приведет к ослаблению дальнейшей России, которая вынуждена воевать. И это приведет, безусловно, к еще большему падению Украины. А он ждет своего часа. Он сосредоточится сейчас на Гренландии, он сосредоточится сейчас на Канаде, Венесуэле. То, что касается Ближнего Востока, на Иране, ему есть чем заниматься. Он как удав сейчас просто вот эту ситуацию отпустит. Вы хотите, занимайтесь, а я дождусь своего часа. Если он своего часа дождется, тогда да, будет беда. Получается, беда в любом случае. Ну, в любом. Если Трамп, у него все удастся, это будет беда. Если у Трампа ничего не удастся, тоже будет беда. Потому что цель у них как была, так и осталась. Неважно, какое правительство у них. Цель это распил России. Распил огромнейшего количества ископаемых, огромнейшего количества ресурсов. И эту цель никто не отменял. Повторюсь, больше нигде такого нет. Больше нигде такого, скажем, жирного лакомого куска нет. Они абсолютно не альтруисты. Они достигают своих целей просто разными способами, но цель у них одна. И да, они вполне себе, скажем, реальные ребята. И они понимают, что лезть в ядерную войну резона нет никакого. Поэтому они дождутся того часа, когда Россия кажется сама не в состоянии сопротивляться. Когда прежде всего элиты, на которых всегда строилось российское общество, настолько устанут от войны, что они сдадут лидера и будут готовы на какой угодно сценарий, на какой угодно распил. И это будет, конечно, очень тяжелый удар по российскому Но государству. опять-таки, я как бы не то, что спорю, это ваша позиция, то есть ваше мнение, я просто дискутирую. Но есть Китай, есть же Китай, есть Китай. Там, ну, простите, понятно, что, ну, я не хочу приводить этот пример с точки зрения положения человека в государстве, но опять-таки, Ким Чен Ына что, сковырнули сильно? Ну, нет. Ким Чен Ына что, полетел десант, высадился, забрал, устранил проблему? Нет. Понимаете? То есть, ну, это такой крайний пример. Я понимаю, там, что он легко разбивается с точки зрения построения общества, идеологии. Все-таки Россия – это западная страна. Ну, правила западные. Товаро-денежные отношения, капитализм. Тут, если мы говорим с вами о таких глобальных вещах, то тут тоже это нельзя не учитывать нельзя. То есть я согласен в этом отношении. Однако с точки зрения окукливания, да, и круговой обороны, ну, тяжело сказать, что Россия одна. То есть, да, за Украиной там при демократах был Рамштайн и 50 стран. Ничего страшного, корейцы вон повоевали даже в Курской области. Понимаете? А кто сказал, что китайцы там, не могут повоевать? Где-нибудь. Я не говорю там на территории Украины, там, чтобы не накаркать. А где-нибудь. Я вам говорю не о противостоянии армий, не противостоянии государств. Я говорю, что пока государство сильное, пока, скажем, вертикаль власть стабильная, то американцы туда не полезут. Они не лезут в Китай.
Если взять Северную Корею, то это абсолютно закрытое государство, абсолютно закрытое общество. А Россия, хочу вам напомнить, с 2000-х годов и даже там, наверное, с 90-х, очень активно интегрировалась во все глобалистские структуры. И только сейчас, вот она фактически с началом полномасштабной войны, она стала, скажем, из этих структур выходить и формировать собственное пространство. Ну, начать формировать и, скажем, 30-летний багаж перевернуть наоборот, это не одно и то же. Для этого нужно время, для этого нужны ресурсы, для этого нужны союзники, чего сейчас в принципе и нет. Китай не будет свой десант высаживать, чтобы спасти Путина. Китай занимается своей частью, и когда Си разговаривал с Трампом, он выставил ряд условий, которые касаются исключительно национальных интересов Китая. Они не претендовали на какие-то там территории, иные государства, зоны влияния. Мы помним этот перечень. Россия сильная, да, у нее есть союзники. Россия слабая, каждый вцепится в бок. Хорошо, тогда давайте завершим наш сегодняшний разговор, достаточно такой концептуальный, вот конкретикой положения дел в Украине сейчас. Да, тяжело, доллар отпускают, или как, ну, приотпускают, потому что нужны деньги, нужно менять валюту, образно платить пенсии, платить соцвыплаты, работать с бюджетом. Это сейчас все заметили по обменникам. Света нет. Да, дроны летят уже по подстанциям. То есть летит 5 дронов, 4 четко попадает в подстанции. Это столица, Киев. Вот этот вот самый защищенный город, как когда-то, помните, ну, ходила такая формулировка. Киев – это самый безопасный город, столько ПВО, в общем, ничего не долетит. Дроны, дроны долетают, герани вот эти, бах-бах, все, то есть там сбивают эти дроны, они летят по домам, сбивают с курса. Понятно, что долго, в эту пропаганду уже никто не верит по поводу, и относится как к лотерее. Там люди, не только в Киеве, в Харькове, в Днепре, то есть все понимают, что уже нет таких дураков, которые видят, что дрон летит четко, там, в тебя Путин стреляет, в окно в твое, да, уже никто в это не верит. Все понимают, что идет война, и ты живешь, сегодня у тебя есть квартира, а завтра у тебя ее нет, например, да, в этой квартире нет воды, света, тепла, все чаще и чаще, а то и как бы и не факт, что будет, потому что власть выходит и говорит: ой, а мы не знаем, когда что-то включат. В этом состоянии и в этом положении дел неразумно ли было бы именно, ну, с украинской точки зрения, собственно, создать что-то обособленно свое, не дожидаясь предложений от России, сменить власть, пойти на какие-то условия, поторговаться с этими условиями и закончить войну. А лучше, конечно, закончить войну, а потом все вот это остальное, потому что ее нужно заканчивать уже сейчас. Потому что, когда вот вы говорите, Россия в 28 году, если там это все продолжится, в нее вцепятся в разные боки и будут дерзать и грызть, кто-то может так рассказать и так подумать об Украине сейчас на текущей политической карте, политического, ну, я не говорю Олимпа, это не Олимп, ну, просто хотя бы подножие политического Олимпа. Украинский народ на сегодняшний момент лишен суверенитета, лишен субъектности, в отсутствии идей и движущих сил, здравых движущих сил, которые бы могли запустить те процессы, о которых вы говорите, он находится в состоянии заложника, безумного заложника, который не способен на продуцирование государственнических идей. И те идеи, о которых говорю я, еще ряд экспертов, это, скажем, рисунок будущего, который не имеет на сегодняшний момент наполнения. В этом трагедия. То есть Украина с ее геополитическим положением, ее постоянным противостоянием, которое накачивалось все эти 30 лет между Западом и Востоком, не способна сейчас сама это сделать. Украинский народ настолько разрознен, настолько подвержен пропаганде, настолько
находится в состоянии перманентного ресентимента, что то, о чем вы говорите, оно в сегодняшний момент нереально. И в этом большую роль должна была бы сыграть русская цивилизация и ее сегодняшний лидер. Тогда в этих условиях появился бы шанс на организацию, на самоорганизацию народа для того, чтобы вернуть себе суверенитет. Как украинский народ легко отказался от своих конституционных, фундаментальных политических прав, говорит о его сегодняшней субъектности. Точнее, об ее отсутствии. То есть, казалось бы, парадоксальная история. Россия воюет за Конституцию Украины, за суверенитет для украинского народа, но ничего не предлагает украинскому народу, и Россия, как противник, как там выписано в законодательстве, агрессор, должен этот народ опять объединить. Потому что это вопрос выживания не Украины, а вопрос выживания России. Я уже объяснил почему. Потому что продолжение ситуации в таком виде, как есть, в конце концов приведет через 4-5 лет к крушению самой России. Это не вопрос помощи Украине, это не вопрос каких-то там братских отношений, это не вопрос каких-то там мифов исторических, это вопрос национальной безопасности России. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго. Берегите себя, напишите, что думаете в комментариях. Увидимся обязательно. Добра и света. До скорого.